Все, дорогой, можем начинать. Если мы, допустим, говорим про реальный самолет, как мы приходим, допустим, вот мы заходим в кабину, у нас такая вот картина, да? Начинается это все с того, что ты смотришь, что у тебя Engine Master, самое, Engine Mode Selector в Normal, Master Switch в положении Off и локатор тоже весь выключен, то есть вот это вот переключатель в среднем положении, Predictive Function System тоже в Off. Смотришь, что у тебя рукоятка колес в положении Down. Дальше смотришь, что вайперы у тебя тоже в положении off. И идешь панель Electrical. Вот она слева-справа подписана. Смотришь напряг по батареям. Он должен быть не меньше 25 вольт. Вот, если как бы ниже, то надо подключать наземку и заряжать. Но в жизни при 23 ВСУ запускалась. У нас наземка здесь проще. И включаешь раз батарейку, два батарейку. Все, у тебя самолет запитался. Если, допустим, нету наземки, после того, как ты батарейки включил, идешь на Fire панель. Тебя интересует APU Fire Test. Нажимаешь тест, зажал, загорелась Fire красным, загорелся Squib Discharge, все. APU Fire Test Success. И дальше зажимаешь Master Switch, нажал, 3 секунды подождал и нажимаешь Start Sequence. Ну, эту кнопку старт, и там пойдет весь старт секвенс, и так далее, он запустится. У нас есть наземка, поэтому мы сейчас сделаем вот так. Шайтан машину заработала. Сейчас он тут просрется, прогрузится, протестится. Когда ты его так запускаешь, у него сейчас будет идти self-тест. Ну и все, сидим, курим, ждем. Пока он протестируется. Видишь, это все вот мигает. Self-тест такой называемый. Сейчас он тут будет блянькать, материться, ругаться. Угу. Почему-то в Фениксе вот эта вот фигня выпадает. В реальности этого нету. Ну, ни на одном самолете я такого не встречал. Может, по подобию самолета, которого не делали, это и есть, но по сути просто должна быть потом такая вот страничка. Все, self-тест прошел у тебя. Питание есть. Ну, или после того, как ВСУ запустилось, питание есть, включаешь инерциальную систему. То есть наши РС, их 3 штуки. Первая, вторая и третья. Все, они пока выставляются. Идешь Так, на сразу странице. секундочку, вернись, пожалуйста, вот на этих три. Мне Мгм. еще говорили, что вот вверху две крутелочки, да, вот Ну, эти, да, их тоже надо выставлять. зачем? В Ну вот, положение отдельно, в положение pp, q, вот, и там, короче, это, зачем? да, я не знаю, вот я поэтому у тебя и спрашиваю. Вот эта система нужна, когда у тебя какой-то либо сбой, и ты пользуешься вот этой клавиатурой. Ты можешь как бы, ну, включить, ну, и что, ну, у тебя будет он показывать, как бы, Угу. То есть это здесь эту систему. Ну, просто это не обязательно. У тебя будет выставка, вот она показана, где идет. да. Либо здесь, на икаме, либо же она у тебя будет вот здесь, вот видишь, монитор, Монитор. AS Мгм. монитор. Вот, пожалуйста. Так, на чем там остановились? Выставили мы, включили RS, Да. идем на этот самый, на эту панель, который за нашу систему отвечает, этот самый, как она, она забыл, называется уже. В общем, эта панель, которая отвечает за странички этого Ошибок. систем дисплея. Да. Нет, систем дисплея, вот. Ну, то есть, где систему ты можешь проверять. Угу. Зажимаешь recall. Ну, только, по идее, тут зажал, отпустил, а в жизни зажимаешь, держишь, у тебя вот появляется нормал, либо какие же там второстепенные отказы. Дальше door. Ну, здесь она и так есть. И смотришь, какое у тебя давление здесь должно быть. Там в зависимости от температуры, сколько там членов экипажа, там по табличке в коме, короче, смотришь, проходит, не проходит. После дора идешь в хайдролик, смотришь, что у тебя зелененькие вот эти стрелочки в вот этой вот зелененькой скобе. То есть Ребята, это твой уровень
Смотришь свой уровень гидрожидкости, что он в норме. Даже если, допустим, стрелочка будет где-то в этом положении, это тоже считается нормальным. Ненормально, когда она в этом секторе, в оранжевом. Тогда надо гидратку заливать. В жизни, опять же, таки говоришь, техника, пинаешь, он говорит, ну-ка залей на всякий случай. Потому что она все равно, пока самолет летит, она уходит. Ну и вот. После хайдролика идешь на страничку Engine и смотришь масло. Это двигатели CVM, CFM. И здесь масло должно быть минимальное 9,5 плюс 0,5 квадры на каждый час полета. Вот это будет твое минимальное масло на полет. Ага, Ну здесь как понял. бы нормальное. Здесь сразу Вот. дают с запасом они. Мгм. Запомнить это легко, как нас учили. В какой последовательности? Идти нету. Рома, дурак, хочет ебаться. Вот. Круто, Такая вот слушай. поговорочка. Запоминается на раз. Да, да, да. Все. После этого ты проверяешь наш alternate braking. Это делается как? Зажимаешь педали и снимаешь паркинг брейк. И у тебя должны самые стрелочки показать давление. Мгм. Давление в этом В гидро- нормальное давление 2700, а аварийное вот в этом. Блин, надо джойстик подключить, сейчас подкрутить джойстик покажу. Проще показать, чем объяснить. В общем, давление должно быть 2700, либо же вот в этой в Зелёной, зеленом секторе. Сейчас, погоди. Подключил. И чё? Вот все. Вот, то есть я педали зажимаю и отпускаю. Все, видишь, вот оно вот так вот должно быть. И дальше в обратной последовательности паркинг брейк он, педали отпустил. В документе написано наоборот. Сначала ты паркинг брейк снимаешь, потом зажимаешь педали. Если так сделать в жизни, самолет будет стоять под уклоном, колодки будут, как правило, колодки до конца к колесам не примкнуты. У тебя самолет просто дернется, поедет, а там у тебя обслуживание, не обслуживание идет. Короче, ну не очень хорошо это все будет. После того, как ты это проверил, здесь там лежит такая книжечка QRH, там смотришь OEB, ну здесь это для Феникса не надо. В общем, все, вот это называется Preliminary Cockpit Preparation. Дальше идет Cockpit Preparation. Он начинается с Секунду. оверхеда. Вопрос сразу, да? Вот смотри, Мгм. Нави Лут, маячок, что ты, пилоты в кабине, да, находятся, его надо включать? Вот сейчас до этого дойдем. Ага, все, понял. Вот. Это ты Preliminary Cockpit Preparation сделал. Это я говорю, ну, как оно делается. Мгм. Дальше ты начинаешь Cockpit Preparation. Он делается слева направо, снизу вверх. То есть тушишь все белые огни. То есть вот смотришь, Crew Supply Oxygen включил. Ground Control это твой MSRP, черный ящик по-другому. Мгм. Зажимаешь кнопочку, держишь, там он звуки издаст определенные. Все, вот он работает. Дальше здесь тоже ничего не говорит. Этот Evacuation, это Captain Purse, это кто может давать команду на эвакуацию, ну этот кнопочку нажимать команду. Ты и старший бортпроводник, либо только ты. У нас в компании вот вверх она идет. Мгм. Все, здесь тебе уже ничего не интересно. Дальше идешь вот сюда. Стробы в положении авто. Nav and лога в положении 1. Дальше идешь seatbelts в положении on. No smoking авто и emergency exit light arm. Мгм. Дальше тестишь все лампочки, не лампочки, ну в Фениксе здесь в симуляторе сейчас смысла делать нет, все будет работать. Все, если здесь, допустим, было вот так вот, по идее надо затушить, но у нас в компании политика экономии, поэтому один пак там остается всегда вот в таком положении, ну либо вот так. Все. Это панель Air Condition. Дальше идешь опять страничку, панелька Electrical, выключаешь Батарейки? батарейки, да, нажимаешь Electrical, и одновременно, но в симуляторе сделать невозможно, одновременно ты включаешь батарейки и засекаешь секундомер. И смотришь в течение... Можно вопрос? Да-да. У нас Кто-нибудь в курсе, до запись какого идёт? времени будут Подождите, скидки на пожалуйста. DCS-ки? Блядь. Извините. 17 число. Угу. Спасибо. Продолжай. Одновременно, короче, с включением батареи включаешь секундомер и смотришь в течение 10 секунд, у тебя должен быть
не должно быть теплового разгона аккумуляторных батарей. Значение 60 ампер. Если он достигает 60 ампер и более, это ненормально. Вот, ну, Мгм. в игре здесь понятно это. Это не реализовано просто. Все, после этого насосы, по идее, тоже можно затушить. Здесь нету этого топливного разлива. Мы их, как правило, включаем перед запуском. То Ну есть да, перед тем, да. как ты излишки запускать, я их включаю. Все, дальше идешь Agent One Fire тест делаешь, проверяешь, что здесь все лампочки горят. Слева и справа мастер и вонинги вот эти красные горят. На икаме здесь тоже все выпадает. И снизу вот эта вот лампочка тоже горит. То есть, понял, да, какие? Вот эти две лампочки, вот это. Вот это вот сверху мастер Мгм. Warning называется. Здесь, чтобы все появилось. И вот это вот тоже, чтобы здесь появилось. И то же самое с этим движком. Правым, понял. Да. Здесь идешь, смотришь, если что-то было выключено, включаешь. Это на 12 часов, по идее. У нас сейчас тоже компания экономит, поэтому мы третью станцию выключаем. Можно ее здесь не выключать. И вот это вот ACP Panel, Audio Control Panel, вот это вот Passenger Advisory, вот эта вот прослушка, то, что ты там в салон вещаешь, она должна быть вытащена, потому что все, что читает бортпроводник, оно как бы должно записываться в черный ящик. И с этой панели оно будет писаться. А, да, вот я забыл, не досмотрел. Вот с центральной части доходишь вот до Audio Control Switch Panel и смотришь, чтобы клювик у тебя стоял в нормале. Вот потом только идешь на вот эту вот Мгм. сторону Понял. правую. И все тут досматриваешь. Так. И мы еще смотрим здесь Maintenance Panel, потому что тут техники могут что-то ковыряться, там частенько бывает такое, что здесь что-то там нажато, а они забывают про это отжать. Ну, в общем, техника пинаешь. Дальше идешь центральная панель, нажимаю здесь ресетик, зажать, поддержать. Ребята, Аучки. а вы в BVR не хотите полетать? Я сегодня Нет. летать вообще не хочу, я сегодня налетался. Ну, там сейчас будет мини-BVR Царь горы. А, посмотреть зрителя могу, но летать не буду я сегодня. А ты, Хес, Нет, нет. тебе нужно Я- тренироваться. И да, я сегодня ленив, я сегодня ничего не хочу. Я понял. Продолжай, пилот. Так, то есть ресет. Стендбай это наш ESIS, да, ресет. Дальше идешь, смотришь дату, что у тебя дата соответствует фактической. Ну и время UTC, если там оно не совпадает, тут корректируешь в симуляторе, это тоже нафиг не надо. Антискид Nose Steering включено. Так, здесь все. Дальше идем Pedestal Panel. Здесь, по идее, тут сейчас новая технология. Тут, короче, смотришь RMP, там частоты, не частоты, что у тебя все включено. Дальше проверяешь DOR. Ну, это делается как? Делается это в положении подсветки. Вот здесь вот смотришь, что здесь все лампочки горят. Все там хорошо. Потом здесь вот так вот делаешь. Открываешь. Там соответствующий звук такой должен идти такой. Тут щелчок. В симуляторе, опять же, это нафиг не надо делать. Здесь посмотрел, что это на идоле. Здесь тоже все норм. Gravity Gear Extension убран. Ну и здесь тоже, что у тебя радиостанция включена. И здесь в положении наш ответчик с тикасом. Положение стендбай. 1.2 это какой автопилот ты будешь использовать, первый либо второй. И Altitude Report в положении он здесь above и этот самый тикас в стендбай. Все. Блин, я знаю, что лоханулся. Я забыл сказать, когда Preliminary Cockpit Preparation ты сделал, ты идешь на дату, Aircraft Status, проверяешь здесь актуальную базу и заполняешь эту страничку. Но это не обязательно прям строго прям так делать. Но это... Когда мы в кабине сидим, там это все на автомате происходит. Вот. В общем, доходишь ты до MCU-шки, смотришь свой aircraft статус, проверяешь движки, базу, актуальность базы данных, и здесь там performance фактор стоит, там у нас там обычно там 5-6 стоит. Ну, здесь тоже это нафиг не надо. Все, дальше идешь кнопочка init и вбиваешь, откуда ты летишь. Допустим, полетим мы из Екатеринбурга во Владивосток. Поньк. Все.
И пошли запасной у нас Хабаровск. Там какой-нибудь рейс, там, не знаю, 225 пускай будет. Кост-индекс какой там в расчетах есть. Ставим, ну и эшелон там 350 пускай, к примеру, будет. Дальше. Выставляем наши РСки. Вот это вот позиция от GPS-ок. И вот эти вот зелененькие значения, это твоя актуальная позиция. Тебе надо голубые выставить под зеленый, то есть стрелочками нажал сюда и стрелочками подгоняешь. 56, 45, 0 совпадает. Идешь Мгм. сюда. 60, 48 и 1 совпадает. Вот в Фениксе почему-то он сам их иланит, вот эта вот надпись пропадает. В реальности она горит, пока ты не нажмешь кнопку. В Фениксе это лечится вот так. Отключил, включил, да? Да, но я не знаю, почему они в Фениксе так сделали. Че, не вылечилось? Значит, надо подольше подержать. Я тоже был, ну, удивился, думал, как так-то, блин? Почему так? Все, вроде сбросились. Хм. Не помогло. Опять они что-то поломали. Ну-ка, если так. Вот нет вот этой вот inline, вот здесь вот надо нажимать. Мгм. А почему нету, я не совсем это понимаю. По идее, выключаешь и все, оно должно все заработать. Ну, сейчас подождем. Это модель ванильная или какая-то подгружаемая? Привет всем. Вот покупная. М. Феникс, которая... Да, окей, не вопрос. Full Reset называется. Мгм. Тоже бывает, применяем. Когда самолет начинает тупить, особенно зимой, когда долго постоит на холоде, начинает он глючить. А, даже О, не такое бывает, сбросил. да? Да, бывает. Это же электроник. Ну да, в принципе, что тут. Как и любой компьютер, начинает подтупливать. Вот, видишь, она появилась. Мгм. Сейчас вот здесь значение появится. И почему-то в Фениксе она со временем пропадает. Я не знаю почему. У нас на самолетах, пока ты не нажмешь, они не заиланятся. Все, вот, подогнал эти значения. Оп, оп, не туда пошел. Чук-чук-чук-чук-чук. Подожди, 3, 2, 2, 3 меняется что-то. А, вот, все. А он выставляет, видишь, корректирует их. Корректирует. То есть они должны и слева, и справа синие совпадать с Да, зелеными, да? да, именно. Ну, короче, пофиг, пускай так будет. И нажимаешь вот раз align, он тебе, видишь, confirm align, ты Подтвердить. confirm. Все, и заилайнил их. Дальше ветер мы это вручную вбиваем, либо эквивалентно ставим. Здесь ставишь температуру на земле, которая там, ну, окружающая твоя по ITIS. Вот эта вот цифра temperature, да, ты ее берешь из flight плана. Ой, из flight плана, из этого, блин, симбрифа. У нас OFP это называется. Ну Так, да, да, сейчас да, я это здесь с найду. брифа берешь. Вот видишь, average ISA плюс 4. То есть отличается стандартная температура на 4 градуса. То есть сделаешь слэш и минус 50. Это такая важная штука, она будет влиять на твой эшелон полета на максимальный, чтобы у тебя машинка корректно считала. Ага. Ну и все, а далее там выбираешь по АТИСу, тебе нужно тебе полосу, не знаю, пускай там 26 левая будет. И пойдем мы через точку... Вот, Досум. Вот, Досум 6 кило. Все, несет. Нажимаешь аэропорт, он тебя скидывает на крайнюю точку маршрута. Ой, это На как нее. удобно, слушай.
Это куда На надо нее нажать? заходишь. Аэропорт, да? Вот, видишь, Airport. Нажимаешь, он тебя скидывает на экране точку маршрута и твой этот самый destination. Все, на DOS нажимаешь, идешь Airway и дальше погнал. Танго 377. Дальше тебе нужна трасса November 992. Всем Вот привет. смотришь. Здорово. А, Пересечение то есть Соляр. ты все, то есть ты не вбиваешь сами точки, ты можешь вбивать трассы, Ну, да? Вот. Но да, если да, да. ты... Видишь, Мгм. пересечение Соляр, правильно. Дальше тебе Альфа 946, да, была? Да, 46 вбил. Смотришь, Торма Торма. совпадает. Лима 168. Лебна не совпадает. Ивады, Ты видишь? одну Не пропустил. совпадает. Кого Ты совпадет? одну трассу вроде пропускал. N992, вот это не вбито. Почему? Вот она. Ага, она вбита. Давай вот Да. так вот сделаю. Вот. А946. Вот, видишь, А946 Лебна он считает. Вот я вбил 96, Так. Лима 48. Он мне сделал пересечение Лебна. А нам нужна Ивада. То есть можно сделать вот так вот. Берешь, insert, и какая там была у нас А900 Стормы. Ну, в жизни это прям можно было там бы поменять, а здесь Феникс не даст. Я тоже не знаю, почему они так не сделали. Что там нам нужна была? Торма, да? Вот она. Вот она, Торма. Мгм. Нажимаешь на Торму, Airway, вбиваешь А946. И нужна была нам точка Ивада, да. Ивада. И сюда это чпоньк принудительно. Дальше Лима 168. Право 3,5. Смотришь, совпало? Видишь, хаб На, совпал. Все, вот, а у меня этот хаб не вбивался. Мгм. О, пацаны, можно вас перебить? У Давай. нас, Мы сейчас собираемся жестко пиздиться форматом 3 на 3 в BVR. Есть желающие? уже спрашивали. Я на сегодня отлетал свое, я сейчас скоро спать пойду. Мы собираем команды. У нас есть уже одна, две команды, нужны еще люди. Погнали, погнали, бля, покажите свою силушку. Что, Нет, есть желающие? Нет, На АПЧ можно? Пизда. Ладно. Я вернусь обратно. Давай. Ну и все, и вот, понял, да, каким образом это все вбивается? Да. Все, подтверждаешь. Дальше, как бы, по идее, ты можешь на этом маршрут прекратить забивать и там идти дальше заниматься, но в жизни все равно мы делаем наш destination, arrival, там выбираем полосу, которая там актуальная сейчас, и там Dagis 2 альфа, то есть Ну, это вбиваем уже сразу. аэродром посадки, правильно? Да, мы вбиваем сразу же все. То есть все вбили, всю эту фигню. Это чтобы точно топливо считало и время считало. Мгм. Дальше панелька радионав, ставишь воры, допустим, ЕКБ, и если надо, тебе привода. Какие там на схеме выхода, либо там тебе какие нужны. Но это делается, по идее, поднимается это все специально на случай, если у тебя произойдет какой-либо отказ, и если у тебя там, допустим, все погасит нафиг, чтобы у тебя были обычные стрелки, обычные роу-дейты, короче, то есть, чтобы ты не потерялся. Только если, не дай бог, там у тебя там все погасло нафиг, ну, там, вот такая вот картину ты видишь, что у тебя привода, грубо говоря, тут будут. Чтобы ты по Понял. приводам смог выйти там. В общем, как вспомогательное средство навигации. Прогресс. Это твоя прогресс-страничка, ну, актуальный. Показывает твой прогресс в данный момент времени. То есть сюда вот этот в ту, сюда вбивается торец, с которого ты будешь вылетать или прилетать. Либо же можно вбивать, допустим, на вылет торец полосы, с которой ты вылетаешь. Это делается, чтобы ты смог всегда видеть курс и дистанцию до нее.
О, как. А на посадку то же самое. Ты вбиваешь торец либо посадки, либо точку входа в глиссаду, чтобы опять же ты мог там свой профиль считать, высчитывать. Все. Такс. Есть еще такая замечательная функция secondary flight plan. Это второстепенный flight plan. Это основной, а это вторичный flight plan. Мы его всегда готовим на возврат на аэродром. То есть мы его копируем в copy active. И с крайней точки сида, то есть DOSUM, мы нажимаем на DOSUM, New Destination. И полностью готовим машинку, как будто мы будем возвращаться обратно. Ну что, ну не дай бог какой-либо отказ, вот эту вот кнопочку ты нажмешь быстрее, Activate Secondary, чем нежели ты будешь тут сидеть и как на пианино это все там набирать и так далее. Ну да. Вот, идешь в Performance, идешь, Next page, на страничку Approach и вбиваешь все данные, то есть QNH, температуру, ветер, эшелон перехода, как правило, не меняется, и минимум, фактически минимум, по которому ты будешь заходить, то есть это либо привода, там, либо ILS, либо категория. Угу. Все, после этого идешь опять init, page B, и сюда вбиваешь zero fuel weight, этот Вес, Вес. короче. вес в самолета этой без третьей учета карте, топлива. получается. Да, сейчас покажу. Слева. Ну, допустим, Вот это левое значение нет? Вот смотри. Если ты влево мышку. вот это ты имеешь. Да. Да, сейчас. Я просто, допустим, напихаю сюда 6 тонн, условно говоря. 6,6. Эй! Все, вот он твой Zero Fuel 44029. То есть вбиваешь 44. Дальше слэш. Zero Fuel Weight CG, подцентровка веса без учета топлива. Вот она. 27,8. Так и То есть вбиваешь. не 27. обязательно без... точка 8. точку надо, да? Просто Точку надо, видишь? Вот у тебя 44 здесь. ты вбил без точки почему-то. А 44.0, ну он потому что дает, тебе не обязательно именно делать, допустим, 44.0. Если было бы 44.2, тогда да, 44.2. Всё, То есть если понял. здесь Мгм. значение 0, точку можешь не выносить. И также если бы здесь была бы центровка 27.0, я бы просто бы 44.27 сделал. И Ага, просто всё. сюда так чпоньк. Хопа, у тебя влетело. И топливо у тебя там 6,6. Шпоньк. Все, у тебя take-off weight появился. Сейчас еще ЛВ Да. рассчитает, да? Вот у тебя все, видишь, он тебя все рассчитал. Ну, экстра это твое экстра топливо, которое там Запас. запас, да. Ну, здесь понятно, маршрут длинный, поэтому он такой тон еще этот считает. Trip wind, вот это вот head, то есть он тебе дует либо в харю, либо в хвост. Это эквивалентный ветер, то есть средний. Он берется, опять же, с симбрифа, либо с OFP, вот он. Видишь, -1. Угу. Либо -1 делаешь, либо можешь head 1 сделать. Но мы делаем либо плюс, либо минус. То есть -1 он тебе делает 1. Сделаешь плюс 5, он тебе сейчас сделает tailwind. Видишь? Угу. Как бы. Это быстрее и удобнее. Либо же ты можешь, Феникс это позволяет, вот здесь вот заходишь в wind, request wind, он тебе, актуальный ветер там через Акарс по всем точкам в наборе, по всем точкам на маршруте и в Вау. снижении. Он Забивает. всё это запросит и сам забивает, да? Да. А, Все, и у тебя весь ветер, видишь, по всем эшелонам, по всем которым эшелонам. тебе надо. Мгм. Да. Ну, Это очень удобно. лучше всего вбивать вот этот ветер, который вот этот делать через request, Мгм. потому что у тебя он так будет считать более корректно время твое и более корректно топливо твое будет считать, чтобы ты точно знал, какое топливо у тебя. Вот если, допустим, я сейчас вобью запасной, а он еще вот здесь, видишь, там alternate time до запасного он считает по умолчанию там по своей Мгм. логике там 1,9 55 минут. Смотрим, а сколько нам посчитала программа. На Alternate нам надо, видишь, Alternate, Хабаровск 2,3. Округляем в большую сторону 2,4. И берешь 2,4 и вбиваешь сюда. И вот здесь у тебя тогда будет реальное топливо, которое у тебя должно минимально остаться на ВПР, если ты собираешься уходить на запасной.
И вот здесь в экстре будет у тебя твой реальный запас экстра, то есть топливо, которое ты там можешь потратить на разгильдяйство, там в зоне ожидания покрутиться, там где-то грозу обойти, в общем, на всякое непредвиденное, на всякую непредвиденную хероту. Мгм. Я всегда, допустим, в жизни себе делаю экстру тонна. Это 20 там, минут, грубо говоря. Мгм. То есть это мне там делает запас, там, ну мало ли, там какая-то задержка, не задержка, зона ожидания, диспетчер скажет и так далее, чтобы мне было время покружиться, подумать, не торопиться с принятием решения, там, либо садиться, либо уходить на запасной. Вот, если, допустим, погода говно прям, и я могу, и есть возможность взять топливо больше, я прям лью столько, сколько надо. По Чтобы максимуму, банально- так сказать, на Да, всякий да, да. случай, да? Да. Но вот это вот, опять же, вот этого делать не обязательно. Это делают как бы не все, но я это делаю чисто, чтобы мне лишний раз не сидеть, потом голову не напрягать, а вот сколько мне там надо, я все сюда забил, мне здесь сразу все становится видно. Мгм. Вот. Страничка Performance. Здесь понятно, твои данные на взлет V1, Rotate, V2, Transition Altitude, она, как правило, в схему уже вшита, ее не меняется. Thrust Reduction Acceleration. Что это такое? Thrust Reduction. Знаешь, что это такое, Thrust Reduction Acceleration? Нет, но знаю, откуда брать эти значения. Ну, то есть, как это Ага. через планшет доставать. Но вот что это именно означает, этого я не знаю. Thrust Reduction Acceleration. Thrust Reduction — это высота, на которой ты будешь прибирать режим с клаймба либо тоги с тоги и флекса на клайм, либо с флекса на клайм. То есть, сейчас. Ага. То есть Я вот понял. ты там, вот, допустим, в таком положении ты взлетаешь, Thrust Reduction проходишь, у тебя вот здесь вот будет на FMA гореть подсказка, что там типа climb такая беленькая горит, и ты все, ты там чпонько на climb поставил. Acceleration altitude — это высота, на которой самолет начнет разгоняться, то есть до этого он у тебя будет лететь на скорости V2 плюс 10, либо же V2 плюс 15 в случае отказа одного двигателя. До acceleration altitude он доходит, он начинает автоматически опускать нос и начинает разгоняться. И ты там дальше уже убираешь механизацию. В этой модели ты также это все можешь взять в этой софтине, Мгм. который Да, Departure да, да. Performance. Всё. Тут вообще тоже мне понравилось, как они сделали просто. Вот выбрал полосу, которую тебе надо. Ну тут ты разобрался, да, с этой Да, фигней? да, мне тут объяснили. Синхронайз, все. И По калькулятор. поводу вот Мгм. этого паков, да, ну тут выбираешь, если с антиайсом взлетаешь, что ставишь положение обязательно engine anti-ice, wing anti-ice на земле как бы они не работают, но если там пипец какая прям жопа, то лучше все включить. Мгм. Потому что после отрыва колес, как стойки разогнутся, они начнут работать. Как выбирать Закрылки. конфигурацию? Мы сами считаем по оптимуму. Но бывают случаи, когда ты этот оптимум делаешь дизрегат и ставишь сам, что тебе надо. В каких случаях, допустим, когда делается конфиг plus F? Это когда жаркие температуры, прям жарко пипец. Когда есть условия обледенения, либо же сдвига ветра, либо же болтанки, либо же если там дождь какой-то херачит, лучше взлетать в конфиг plus F, потому что у тебя скорости будут больше, качество крыла будет лучше. Вот. Мгм. Тебе выгоднее быстрее механизацию убрать, разогнаться и оттуда нафиг уйти. По стандарту, как Airbus рекомендует, в конфиг 2 взлетать. Конфиг 3 это прям когда совсем короткая полоса и так далее. Мгм. В конфиг 3 я взлетал, один раз всего. Когда, допустим, мы там в своей программе считаем по оптимуму, выбирают конфиг 3, мы ставим конфиг 2 и взлетаем. Мы всегда взлетаем без паков, потому что паки влияют на Что такое, на температуру. что такое паки? Паки — это система кондиционирования, вот это вот пак 1, Ага. пак 2, наддув, короче, отбор воздуха, скажем так. Вот. Ага. Эта система, блин, как бы так показать-то? Да ёперный. Вот видишь такие вот эти вот херовины? Ага. Вот там воздух в них заходит, там через специальные интермиксы, их Ну, иксы, в короче, общем, какое-то сопротивление. миксуется, горячее с холодным, все это миксуется и выдается себе в салон. Мгм. То есть климат-контроль, скажем так. Этот климат-контроль, если он включен, он тебе влияет на температуру exhaust gas temperature. Чем выше температура, тем выше износ двигателя. В жизни мы движки бережем, поэтому мы взлетаем без них. То есть паки выключаем. В симуляторе похеру, как хочешь, так и взлетай.
Здесь как бы это... Ну, никакого это не всё имеет. равно. Мгм. Да, 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 да. Все, ну и тут понятно. Нажал Calculate, он тебе тут все выдал, и просто тупо отсюда все переносишь. Мгм. Вот сюда. Engine Out Acceleration Altitude. Это высота разгона самолета в случае отказа одного двигателя. Есть минимальная, есть максимальная. Мы в нашей программе считаем и ставим максимальную высоту, чтобы, ну, как это объяснить, когда у тебя там случается, допустим, отказ после V1, то есть где ты взлет уже продолжаешь, тебе там надо какое-то время на обработку отказа и так далее и тому подобное. У него есть свои ограничения по работе на определенном режиме на одном двигателе. Вот, и как правило, эта высота высчитывается от максимальных параметров. Она там, допустим, может быть там машинка тебе программа посчитала там 3000, а время, допустим, работы на итоге на одном двигателе 10 минут. А у тебя самолет полупустой. Ты там за эти 10 минут там эшелон уже успеешь набрать. Вот, но, как правило, все ставят ее как напоминалку себе, максимальную высоту. Вот. Ну, здесь понятно, Flaps THS. Это ты все берешь вот отсюда. Мгм. Take off shift — это shift твой, если ты взлетаешь не от начала, а, допустим, от какой-нибудь РД кило. И Мгм. там shift это там 200, 300, 500 метров, там 1000 метров. Его надо сюда вбивать. По идее, как бы, если есть GPS, этого делать не надо. Но если GPS слетают, это обязательно, это must-have, потому что от того места, где ты вывел режим, поставил ему либо flex, либо тогу, у тебя твои ARS-ки, ну, твоя эта навигационная рациональная система, она обновляется, то есть от этой точки начинает вести отчет. И чем точнее чем точнее она ведет отчет, тем у тебя будет точнее навигация. То есть и на конечном этапе у тебя будет точность навигации хорошая, нежели ты там забыл это сделать, уехал, и там на полпути у тебя там, блин, все РСки разбежались, и картинка там у тебя, блин, был один раз. Блин, как это сделать? Как это было у меня один раз. Вот мы летим точно, вот, допустим, используя наши стрелочки, вот эти вот, да емана. То есть она показывает, что мы там, грубо говоря, летим вот так строго на вор. А зеленый маршрут рисует нам вот здесь вот. То есть Мгм. по факту мы были на трассе, а картинка показывает, что мы не на трассе. То есть, ну, в общем, это тонкости, это для симулятора тоже не надо так. Поэтому тоже здесь, в принципе, можно не заморачиваться с этим. Ну и все. У тебя самоль готов. Все ты там. Пассажир, не пассажир. Сейчас малого запустим сразу же. 3 секунды надо ждать, потому что в течение этих 3 секунд там происходит у него селф-тесты, там, ну, целая логика работы. Мгм. И за это время там начинает открываться этот самый, как он, intake valve, короче, ну, воздухозаборник открывается. Если там ты нажимаешь 3 секунды проходит, нажимаешь старт он сам автоматически начнет его запускать, как только flap on загорится. Все, у тебя пошел процесс запуска. Он раскрутился, сразу включаешь ему отбор воздуха. Правильно я понимаю? Или нет? Или это Ну, только по идее, тогда, да. когда движки запустишь? Не-не-не, а ты движки без блида не запустишь. Сейчас я покажу, как это делается. Мгм. То есть вот на этой кнопке его стартера, когда загорится зеленая, я понимаю, да? Вот, Да, тогда ну он... смотри, ты просто нажал APU Master Switch нажал, 3 секунды подождал, нажимаешь старт. Все, ну и смотришь. Он там это все дело делает, там тестится, не тестится, у него воздухозаборник открывается, этот intake valve. Когда загорится flap open, там, ну, концевик сработает, что он открыт, он сам автоматически начнет процесс запуска. Мгм. То есть вот у тебя малой запустился, посмотрел, что у тебя напряг в норме, в принципе, нам наземка больше не нужна, ты ее отключаешь, ну и APU блид включаешь, то есть отбор воздуха. Она делает, он, видишь, вот такую вот херню, то есть она тебе дает воздух на паке, они там миксуются, и потом тебе дает в это самое температуру на выходе, которая поступает в кабину и в салон. Мгм. Так, как шайтан машины запускается? Калитку закрыть надо, то будет самолет ругаться. По поводу калибровки рудов я ж тебе хотел показать. Да.
Смотри, это MCDU меню, конфиг, control, конфиг. И вот они у тебя. Calibrate начинаешь. Если тебе не нужен реверс на ось, у меня он не настроен, у меня реверс отдельно на кнопку настроен, то просто это пропускаешь. То есть у тебя будет там, поставьте сначала максимальный реверс, потом минимальный, ты просто там дальше, Стой, дальше. подожди, а я потом у тебя могу себе на руде сделать, чтобы при нажатой кнопке у меня работал реверс. То есть вот я нажал кнопку, дал руды вперед, а это сработал реверс. Да? Вернул руды. Вот у меня так и сделано, то есть я не кнопку, ну я кнопку нажал, все, у меня реверс переложился, если мне нужен максимальный реверс, я также руды вперед просто до упора Вот, делаю и вот все. это как? Это нужно будет просто в настройках управления сделать, да? Или это Сейчас как здесь я в это делал. калибраторе? То есть кнопку назначить. Нет, не в получится. калибраторе нет. Кнопку назначаешь на реверс именно, ну, вот здесь вот, Понял, в Control понял. Options. Мгм. А здесь в Фениксе вообще ничего не делаешь, то есть нажимаешь Calibrate, пропускаешь, он тебе напишет, поставьте сначала максимальный реверс, потом минимальный, это пропускаешь, потом idle. То есть ты idle как, там руды сдвинул и поставил там, где у тебя будет idle. Все, там нажал Next, Мгм. ставишь на climb, ну и так далее, и все. И таким образом ты свой root откалибруешь и сохраняешь его. Все. И все, тем самым у тебя все будет И сохранено, и он больше этим один заниматься не раз надо. и навсегда, да? Да. Ну, пока ты, блин, не снесешь его полностью. Мгм. Так, это что, сайдстик? Сайдстик тоже рекомендую это откалибровать. Так. Флэпсы это если у тебя там этот есть девайс, который там по флэпсам это тоже калибруется, я это не делал. На закрылке ты Все. имеешь в виду, да? Да. Ну, это есть же эта Угу. херня вот эта вот, airbusовская. Да. Да, вот это для нее. Так, что у нас там по процессу запуска? Мы запустились, включили, бикон включили, насосы включили, все. Дальше делаем Engine Mode Selector в положении Секундочку, вопрос. Ignition. По Мгм. поводу запуска, да? Сказали, что запускаешься только после того, когда тебя начинает уже буксировать. Вот скажи, как в реальной жизни это происходит. А смотря как ты стоишь. Вот если ты вот так вот стоишь, да, Да, вот так стоишь, в упор здесь, да. то тебя сначала ты с наземкой отработал, тебя начинают выталкивать. В Кольцово можно в процессе запуска, в процессе выталкивания тебя на магистральную рулежку, Угу. на перрон, вот сюда. Ты можешь уже запускаться. В каких-то аэропортах только после окончания буксировки ты можешь запускаться. Но это там особенность аэропорта, там тебя наземка... Здесь это не наземный персонал реализовано, я говорит. понял. Да, здесь не реализовано. А если ты там, допустим, стоишь вот на вот этой вот стоянке, да, где она самоходная, тебе Мгм. зачем ты сразу же запустился и уехал? Ну да. Все, ну и вот ставишь Edge Selector в Ignition Start и переходишь Engine to Master Switch в положение on. Начинается запуск на 320 именно с С правого. 19, 20, 21, Со да, второго справа. двигателя. Мгм. Знаешь почему? Нет. Потому что от второго двигателя запитана желтая гидросистема. От желтой гидросистемы запитана аварийная система торможения. Тормоза, короче, Тормоза. запитаны. Вот этот Гидравлика аккумулятор... Нет, от гидравлика качает давление в гидроаккумулятор тормозной, в тормоза сами и в Alternate Braking System, короче. Все оно туда закачивает, чтобы у тебя, короче, были тормоза, чтобы ты без тормозов не остался. Мгм. Все, и дальше мониторишь запуск. Ну, видишь, прошляпивало. Я могу, конечно, рассказать эти цифры, но они тебе не нужны. Все, первый запустился, запускаешь также второй. Вот у тебя прошла раскрутка, на 16 будет либо игнитор А, либо игнитор Б подключится. В зависимости от того, он там сам фадак считает. Вот видишь, игнитор А. 50% будет, игнитор выключится и старт valve закроется. Ну и смотришь, что у тебя там fuel flow, вот это все растет. Ну здесь оно и так понятно будет расти. Все, по энту сейчас 50% будет. Все, видишь, игнитор выключился и старт valve закрылся. Мгм.
Все, запустили. Дальше что делать? Пилотирующий пилот. Он этим занимается, кстати. Он. Engine Mode Selector. Положение Normal. APU Bleed Off. APU Master Off. Мгм. Смотрит статус. Нет ли ничего в статусе после запуска двигателя. Мало ли, может, какой-нибудь отказ вылез, а ты Да-да-да. его не видишь. Ну, доры смотрится еще до запуска, что они армированы, все. Сосед твой делает, что он? Армирует спидбрейки, обресечивает Rada Trim, ставит там конфигурацию в зависимости от того, какой ты выбрал, и выставляет стабилизатор на вот эту вот величину, которая там получилась. Так, вот это покажи мне, вот это мне не объясняли, что за величина. А, это вот в этом, да, в департаменте. Сейчас. Ага. Она вот здесь смотрится, THS, насколько ты там ставишь его. Сейчас, подожди. Вот она у тебя, up 0.5. Вот тебе надо и поставить. Вот это вот, видишь, треугольничек, Да. up 0.5. Но это контролируется вот здесь. Fly Control нажимаешь и смотришь, видишь, up 0.5. А, Все, все, отлично. у тебя выставлено. Все, после этого ты чек-листы там зачитал, все, Угу. Запрашиваешь запрашиваешь рули, управление. ну, да, все, понял. Так, Ну, перед теперь, рулением здесь лучше делать fly control check, то есть рули проверил все, да, то да, есть это я знаю, да. full up, full down, вот все сделал, поехал. В процессе, пока ты рулишь, сосед твой делает что? Он нажимает Auto Brake Max, смотрит, чтобы здесь было 121,5 аварийная частота на прослушке. Угу. Ну, в принципе, я не знаю, в сети тут это реализовано в симуляторе или нет, не знаю, поэтому. Вот, дальше. Перед запуском, что я забыл сказать, что вот это Вот вот эти, да, штучка, два. положение ото ставится, да. Ну и здесь ответчик, после того, как тебе клиент Подожди, дали. в авто, не в В не в авто. Нет, в авто. в В авто авто. ставится. Так, а второй Мгм. выключатель ставится в ТР, вот Нет, тот это крайний делается правый. Это когда ты будешь занимать исполнительный. То есть мы сейчас просто рулим куда-то, да? Вот Так. мы там посмотрели здесь 21,5, здесь наш ответчик стоит, здесь положение ото, там какой там либо первый, либо второй автопилот мы будем использовать стоит, и это вон. Угу. Все. Дальше включаем Predictive Function, систему предупреждения сдвиги ветра и локатор. Там проверяется локатор, там смотрится, что здесь там все отбивается, все хорошо, но в Фениксе он не реализован. И после этого нажимается кнопочка Take Off Config Test. Видишь, он тебе сразу же ругается. Скорости не введены. Но по идее, когда у тебя все хорошо, ты нажимаешь Config Test, у тебя здесь все должно быть зелененьким. То есть Cabin Check должно пропасть, этот чек был должно пропасть, и Угу. тест тоже было должно попасть. Все. После этого там зачитывается чек-лист. Подъезжаешь к полосе, стоишь на предварительном, тебе разрешает исполнительный. И пилотирующий пилот включает стробы и поехал занимать. Стоп. Который... А вот такси не надо было включать, когда рулей Так не это было? перед рулением надо было. Я думал, ты это знаешь, я поэтому Нет, опустил. я Ну, не... Вот, да. перед рулением включил turn off такси и поехал. Так. Это когда ты Заехал, руление запросил, получается. да, руление запросил, тебя разрешили, включил, поехал. Я что-то подумал, что по Мгм. умолчанию это понятно. Ланды когда включать? Вот, когда тебе, смотри, сказали занимай исполнительный, ты включаешь стробы в on. Чем отличается on от авто? В on они сразу же горят, а авто стробы загорятся только тогда, когда ты оторвешься. То есть у тебя основные штуки с шасси разожмутся, и тогда стробы начнут мигать. В Мгм. жизни они всегда ставятся сами вон. Понял. Все, сосед твой, что он делает? По старой технологии надо было чекнуть тормоза, там температуру колес и бла-бла-бла. Сейчас просто подается сигнал проводникам, такой двойной, ну, чтобы типа они там прекратили там свои действия там. Передвижение. Угу. Да, шарахаться по салону, садились, готовились к взлету. Ставится ответчик в TA Array и выключаются паки. Если ты принял решение взлетать с включенными паками, паки не трогаешь, все. Паки выключаются, а IPU, блин, нет? Вообще без воздуха взлетаете? Да. IP, А если блядь, не ты ты либо с CPU взлетаешь, либо
исключенными паками, либо без паков и Ну, без вот в APU. этом случае нельзя взлетать, APU-шку надо запускать. Почему? Почему? Где написано? Не, вообще без воздуха можно взлетать, а представь, взлетаешь, Можно. включаешь, и они не включаются, что делать? Да, все не включаются, все нормально. Понял. Я думал, ABU обязательно должен быть либо так, либо так. Резервный должен быть, качать что-то пассажирам должно быть. А вы как, Так они закрылки убрали, тебе- первый включаешь, да? Нет, это делается, когда ты Trust Reduction проходишь, ты Trust убираешь Reduction. режим двигателя, тогда это включается, Понял. чтобы они там тоже не затупили. Вот. Ничего там не будет в салоне, как бы, ну, и будет либо немножко холодно, либо немножко жарко, но дышать-то все будут, у тебя же самолет еще на земле, там, Да, он не понял, нагревается. рискованно, без паков. Почему рискованно? Это нормальная практика. Без паков постоянно и взлетаем. Ну, а APU блит бы отборчик все равно желательно. А зачем? Ну, не знаю, Понимаешь, не было такого, что- чтобы не включались, не? Ну, даже если он не включится, ты его выключишь, повторно включишь. Понял. Ладно, все, вопросов нет. В жизни оно делается как? Ты бережешь технику. Это все уменьшает ресурс. Это все жрет Это ресурс. ясно, да, вот эти ресурс. угледы и так далее, и так далее. Не, ну мощность отбирает, потому что с 6 ступени забирает воздух, конечно, двигатель Увеличивает процентов. тебе температуру выхлопных газов, увеличивает износ. Нет, спокойно выключил, да полетел. Включил их, они все. Не знаю, у меня такого не было, чтобы я там после взлета паки включал, они мне бац, и не включаются. Оба причем, ну это прям. Я не знаю, это как надо так, чтобы звезды совпали, чтобы это случилось. То, что там пассажиры немножко посидят, там им будет немножко жарко, либо немножко холодно, ну, блин, 5 минут там или 3 минуты и вообще роли Ну не да, сыграет. это даже не сыграет никакой роли, конечно. Так, что я там говорил? А, вот паки выключили, зачитали чек-лист, лайнап чек-лист, все, выехали, вам говорят, все, clear for takeoff. После этого, как бы, вот, включаешь land lights. Только после этого No включаем takeoff, landline да. и Ну, и в я take-off. делаю как? Да, я делаю как? Вот мне дают исполнительный, я делаю строп-он и просто фары выпускаю. Они же там все равно надо какое-то время, пока они выйдут. Мгм. А когда мне дают уже добро на взлет, я просто их включаю и nose takeoff ставлю. Все. И погнал. Да, и Взлетаешь аэродромку отсоединяешь, а то улетишь с ней. Ну, было такое, кстати, Ан-26 взлетел вместе с этим, Апашку тащил за собой. Сейчас у вас такой случай. Ну, это так, чисто прикол, но на overhead panel аэродромка подсоединена. Да я знаю, Не, я мы ж взлетать говорю, не собираемся, мне пока, ну, рассказывают только именно момент запуска и так далее. смотри, как взлетаешь, ты там даешь стик 1/2 хода от себя, выводишь движки на 50%, вот на пятерку ставишь Так, стоп, еще и ждешь, когда они выйдут. Вывожу Смотри. на... Мгм. Тебе дали клев от тейков, да, ну, взлет дали. Стик от себя на 1/2 хода делаешь и ставишь движки, вот эти белые кружочки, На белые, 5, говорю, на голубые 50%. кружочки на пятерку, 50%. Мгм. Чтобы они у тебя дошли, стабилизировались. держишь, Потому нет? что можешь не держать, можешь сразу, он поедет спокойно. Так. Это делается для того, чтобы бывают движки, там, допустим, у них же разные износы и так далее. Один выходит раньше, другой выходит позже, чтобы у тебя, не дай бог, на скользкой полосе не было разворачивающего момента, чтобы ты успел среагировать. Вот. Понял. На мокрой полосе, тем более, когда мокрые полосы, там, скользкие и так далее, это все на тормозах делается. Движки стабилизировались, и все, и там встраиваешь ему сразу же MCT. Все, MCT ему поставил, и FMA здесь зачитываешь. Вот ты же сейчас на root не смотришь. Как А зачем мне на неё ты смотреть? понимаешь MCT, не MCT? Как ты понимаешь? А вот ты в жизни тут прям ты, когда руды двигаешь, они такие на защелке встают, вот слышишь? на вот? защелке встают. Да, нет, Вот. здесь они слышно, но просто в игре это не А в жизни реализовано. также, в жизни ты почувствуешь, что так тыкс, поставил Мгм. такой в упор, тебе надо чуть передавить и дальше следующий, как бы, ну, в жизни это чувствуется. Понял. И все, и дальше побежал. Взлетел, колеса убрал, летишь себе спокойно ждешь, у тебя здесь загорелось этот самый Trust Climb, Перевел в CL, да? да, с MCT перевел в режим Climb, все, больше ничего не трогаешь, у тебя там самолет начинает, перевел в Climb, и после этого начинаешь пак 1 включил, второй пак включается либо через 10 секунд после того, как ты первый включил, либо когда убрана механизация, что наступит первее.
Если это все происходит одномоментно, допустим, ты там включил, начинаешь разгоняться, то механизацию убрал, включил второй пак. Ничего страшного, там бывает запарки частенько. Один пак включают, второй забывают, ну, самолет подсказывает, что типа включи второй пак. Ничего тоже в этом страшного нет. Все там, либо убрался, либо этот. 10 секунд прошло, второй пак Мгм. подключил, да. Когда механизацию ты уже убрал, то есть сделал там Flaps Zero, смотришь, что они у тебя убираются, смотришь, у тебя максимальная скорость OnePlus F 230 узлов. Не должен залететь забор. То есть все, они убрались, и у тебя скорость 220, все отлично, ты убрался. Можешь дальше разгоняться. Он будет разгоняться по умолчанию до 250 узлов ниже сотого эшелона. Мгм. После того, как механизация убралась, дезармируешь спидбрейки и runway turn-off выключаешь. И этот самый И таксик. Nose Нойс Вов, выключаешь, да. Все. Летишь, кайфуешь, набираешь. Сотый эшелон проходишь, фары выключаешь, сигнал проводникам у нас делается, можешь этого в симуляторе не делать. Просто там фары убираешь. Можешь Мгм. вообще по технологии, если ни болтанки, ничего нету, фары вырубил и сразу вот так вот чпоньк. И все. То есть Дальше это я, идешь. получается, разрешил отстегнуться, да? Да. Неважно, что я еще иду, набирать буду сейчас еще Да, это не 200-й, важно. 300-й эшелон, неважно, да? То есть, По технологии то- так, но в жизни как ты договариваешься, они там просят, допустим, проводники попозже стянуть, либо пораньше, либо там минут через 15. Но ага. если, естественно, болтает, либо там какие-нибудь грозы, не грозы, то, естественно, ты их не Ну, отстегиваешь. это понятно. Потому что А то, что как безопасность. бы крен такой, тангаж, А это вернее, похеру. стоит, это похеру, да? То Да. есть там не О, я чувствуется сомневаюсь, что... Не, я сомневаюсь, что кто-то попытается встать, там будет тяжко встать. этого. Ага. Ну, тем Я более, по- там на сотом эшелоне там не будет такого прям сильного печа. Ну, конечно, если я буду лететь, я могу так сделать. Но вопрос, зачем? Понял. Так, после этого, что мы вот эту всю фигню сделали, идем в MCDU, нажимаем Radio Nav и просто нажимаем Clear то, что мы поднимали, то есть отдаем это все в автомат, то есть что он сам будет ловить воры, сам будет ловить Так, АДФ. покажи От еще раз, воров, как ты туда зашел. Я что-то потерял момент. да вот у тебя, допустим, вот такая вот страничка там будет, вот в клайме ты идешь, сотый эшелон прошел, а Radio Nav нажал, Так. нажимаешь кле, видишь, кле загорелась, и сюда так чпоньк. Если это было поднято сюда, если были АДФ, какие-то, допустим, Ага. То, что вот будет так у тебя гореть было, с да? этим. Мгм. Да, вот это вот всё, просто клеишь их. Так. Все. Нажимаешь дальше выше, идешь Progress Page, смотришь твой оптимальный и максимальный. И как бы в жизни это озвучивается Optimum 3.9 rate, Maximum 3.9 rate. Все. Мгм. Дальше Secondary Copy Active идет. Нажимается статус, смотрится, что там у нас в статусе не вылезло, ничего, никакой подляны. Все. Летишь, чилишь, набираешь. Все, дошел и летишь все спокойно. Каждые полчаса контролишь топливо, чтобы у тебя не было тут имбаланса, либо там какого-нибудь, не дай бог, фьюлика. Вот. Фьюлик легко контролируется. А твой остаток, сколько ты сожрал, суммируется и смотрится, сколько у тебя было перед вылетом. Допустим, 6600 у нас было, вот мы сожрали 240 плюс 6 340, вот твое топливо фактически получается. То есть по факту фьюлика нет. А если у тебя там будет разница в тонну, там, грубо говоря, за, там, не знаю, 20 минут там, или 30, то это уже все. Это уже проблема. Мгм. Ну и там периодически, раньше было каждый час, а сейчас periodically контролируются все системы самолета. То есть смотришь, что все значения, что там стрелочки никуда там не уходят в космос там или наоборот на минималке. То есть у нас, как правило, по старой технологии работают каждый час вот это вот все вот проверяешь, смотришь, контролишь, все ли там у тебя ок. Может там что-то ненормальное значение увидишь. Вот у меня, допустим, не так давно летел я в Читу, вы здесь там, допустим, 200, здесь 155, а оно Эмбер. А почему Эмбер, мы так и не поняли, хотя все нормально по показаниям должно быть. Ну, в общем, вот, летишь и так вот. Топливо каждые 30 минут, странички каждый час. Ну, это мы делаем.
Ну, это понятно. В как бы, да. симуляторе это Непонятно. можно не заниматься. Ну, естественно, ты Так. после того, как определенную высоту прошел, ты переключил в стандбай этот давление. А, да-да-да-да-да. Ну, это Стандартно. понятно. Тут у тебя все будет мигать, ты это все делаешь. И когда ты занял Cruise Flight Level уже, ты как PF, когда ты пилотируешь, ты там занимаешь Cruise Flight Level, оставил Cruise. Если у тебя не было Secondary Flight Plan, скопирован, еще раз делаешь Copy Active, проверяешь вот эти все системы, когда ты именно Alt Cruise, и ставишь наш TCAS, чтобы он у тебя смотрел, сканировал в приоритете большую часть ниже твоего эшелона полета, то есть below. Это делается на тот случай, если, не дай бог, у тебя возникнет разгерметизация, и тебе надо будет снижаться как можно быстрее. Угу. И Секундочку, чтобы меня- ты видел... Секундочку, пилот, телефон, одну секундочку, пожалуйста. Ну, просто. А можно мне задать вопрос? Да, конечно. Алло. А вот в реальном Airbus, допустим, если не поставить триммер, он будет мерцать то, что у вас триммер не установлен, установите? Он будет матюгаться. Ну да, а в Фениксе такого нету. Я не пробовал. Можно попробовать. 117, 123. Что там? Единичка 0,5 апов, да? Что в реальной жизни он должен... Там он будет понимать, что в ФМС другой, чем фактически? Да, он будет понимать. Допустим, у нас апов, да, я возьму, поставлю Угу. даунов. Так. Сейчас, чтобы... Ага. Флэпса не поставил. Сейчас выйдет механизация. Пилоту Апов, да. Здорово. Вот смотри, нажимаю. Прошел. Ха-ха! Слушай, а что в реальной Прикольно. жизни, даже если 1/10 не будет совпадать, он заорет, да? Да, Нет, должен. там... Мне Я не кажется, помню, ему там пофигу нет, вообще. нет. Там поставишь, если ты апов 0.5 здесь пропишешь, поставишь там вот здесь вот апов 0.4, и он не заорет. Я не помню разбег этот. А вот я перепутал ап с даунов, и он конфиг-тест прошел, это косяк. М, Я и говорю. В жизни он сразу же заорет. Серьезно, да? Ну, прикол. Да, он сразу же заорет, допустим. Так, я вернулся. Заорет он как? Слушай, а еще по углу отстегивания ремней там туда-сюда слышал такую тему, что тролли цеха бортового вот, питания, они сертифицированы, тормоза у них на pitch 6 градусов. Не попадалась такая? Еще раз про что? Seatbelts off. Ну понятно, что бортпроводники там попросили и все. А вот у тролли видел вот эти вот лапки красные тормоза, да? Которые борт питания тролли. И у них вроде как тормоза сертифицированы на pitch 6 градусов, не более. И вроде Что как за есть тролли? Не понимаю про что. тележки бортового питания, у них вот эти стопора на pitch 6 градусов сертифицированы. Поэтому если что там навернется, ну как бы вопросы могут быть. 6 градусов никто вам не говорил, да, про тангаж? Ну подожди, мы взлетаем с тангажом 15, 18. Да, На да, но отрыве. они же стоят под этими, под фиксаторами коробочными. Вот этими как раз таки ты там на тележке нажимаешь тормозной фиксатор, и вот эти вот Ну, красные которые в клювики коробке делают. в самой, да. Просто дело в том, что если они начнут обслуживать пассажиров, ну ты там тангажик после сотого там 8-7 иногда. Они то не есть- начнут обслуживать сразу Ну, же. они всё просто, равно- они там свои там движения делают, да. Я просто слышал такую тему, что 6 градусов из-за того, что из-за вот этих тормозов. Хз. Тормоза на тележке, которые... Да. Слушай, не знаю. Не задавался даже вопросом. Но нас такой не посвящали. Может Да- быть. Да вообще пофиг, да? Но это не наши проблемы, поэтому... Вот, если у тебя, допустим, что-то не так выставлено, ты нажимаешь конфиг-тест, у тебя он вот так вот начинает ругаться. Мгм. Так, Ну, либо, мы соответственно, там... вот эти две лампочки начинают гореть, либо оранжевая, либо красная, да? Не, Ну, вот, я видишь, имею в вот виду, так нет, вот будет. сверху, вот эти, да, вот эти.
Мастер Вань у тебя сразу же загорится, если Мгм. конфиг-тест не пройдет. Так, на чем мы там остановились-то? Какой этап-то был? Эшелон Виде. полета. А, вот, почему... Так, а здесь? Кого я там учу-то? Меня, я здесь. А, все, да. Что там говорил? А, вот на эшелоне мы ставим тиказ, чтобы он нас смотрел вниз, то есть положение below, да, на случай, чтобы ты видел, кто под тобой. Не дай бог у тебя случится там отказ движка, либо же, ну ладно, отказ движка это не прям такая супер важная херня. Вот если разгерметизация случится, тебе надо будет камнем падать вниз, чтобы ты просто сверху на самолет не въехал. Тогда Мгм. будет просто печальненько. Вот, поэтому ты смотришь, что у тебя, допустим, ну, самолетики смотришь, ты либо там вправо, как правило, вправо отворачивается всегда по 30 градусов, но ситуации разные, ты можешь и влево отвернуть, как бы не запрещено. Ну, Вот, опять же, все да, поставил. смотришь, с какой стороны ветер и так далее. То есть это же тоже надо Там учитывать. и самолеты, и ветер, и где у тебя горы, не горы, как ветер дует, там, в общем, там много нюансов. Все, ну и летишь, чилишь, короче. Вот этим все занимаешься, все, допустим, у тебя дальше пошла этот самый... И как эшелон набрал, ставишь, нажимаешь вот это вот на ESIS panel. Мгм. ESIS, говорю. Здесь все уже в голове записалось. FCU и EFIS panel, блин, ёпта. На EFIS нажимаешь аэропорт, чтобы ты видел ближайшие аэропорты, которые ты пролетаешь по маршруту. То есть, ну, чтобы ты знал, где ты находишься, не дай бог, что у тебя опять случится, чтобы ты мог приземлиться на ближайший аэродром годный. Мгм. Все, чилишь. Все, тебе надо там скорость снижаться, нажимаешь констрейны, ставишь клювик в положение в план. Ну и масштаб как удобно. Я себе делаю 40 и проверяю всю нашу схему, допустим. Открываю сборник, ну нашу прогу, и вот так вот пошел по каждой точке, допустим. Точка Dagis, я смотрю, вот нам сказали, допустим, Dagis 2 альфа. Вот в Dagis 2 альфа открываю в сборнике и смотрю, соответствуют вот эти вот констрейны схеме или не соответствуют. Если надо, подправляю. И так вот всю схему пролистываем, смотрим. Смотрим уход на второй круг обязательно. Совпадает, не совпадает. Если не совпадает, корректируем. Ну и дальше, если надо, тут делается alternate route, то есть твой маршрутно-запасной. Мгм. После этого радио навпатч. Здесь опять же поднимаешь в эти радиосредства, которые тебе нужны. Как правило, поднимаются воры оба. И поднимаются, если есть привода. То есть дальний, ближний. На прогрессе ставишь либо торец, либо же точку фав. Мгм. Ну, я всегда торец ставлю, мне так удобнее просто. Дальше идешь в перформанс. Вот у тебя вот такая будет страничка курс, идешь в перформанс. Ну и здесь вбиваешь погоду, всю фактическую QNH, ну, все вбиваешь, эшелон перехода. Это уже Ну, на посадку. Ну, то есть это уже да, это на посадочного. посадку Мгм. ты готовишься. Ну и вбиваешь свой минимум. Либо бара, который в сборнике, либо радио. Где Баро, это радио, посмотреть? Подскажи мне, вот бара либо радио, где его посмотреть, этот минимум? Он в да, чартах, зашел да? туда. Да, в чат. Что у нас было 26 левая, да, в работе? Да, по-моему. Ой, ну что же долблюсь, вот она. Вот она, видишь? DA, DH. Мгм. Вот она. Бара, радио. Все, мы вбиваем в бару. Радио это в основном применяется, когда этот low visibility procedure идет, ну, либо если низкие температуры, тебе лень это все пересчитывать, ставишь радио. Вот. Мгм. Все, вот, допустим, и вбиваешь вот в баро вот этот вот наш минимум. 961, я понял. Да. Идешь сюда, смотришь, какой у тебя Thrust Reduction Acceleration. Если они близкие к высоте go-раунда, допустим, у тебя там высота go-раунда 3000, а у тебя вот здесь вот, допустим, там будет там 2200 вот так вот стоять, то их надо опустить, чтобы ты просто, если когда ты дашь штогу, у тебя там будет градиент бешеный, у тебя будет тангаж бешеный, чтобы эту высоту не просвистеть, потому что в жизни, если ты это все просвистишь, тебе там жопу вскроют, короче. Мы ее уменьшаем на минимум, то есть как это высчитывается? Где у нас этот? Вот runway elevation,
плюс 400. И вбиваешь сюда. М, Ну, для уверенности можно 800 поставить. Это чтоб с запасом Короче, так вот, было, да. Да, чтобы у тебя, ты там будешь сидеть там полусонный, там, тебе надо уходить в рук, ты такой, так, а когда там надо прибирать, у тебя вот здесь вот будет подсказка. Сколько я раз уходил, я давал тогу, у меня самолетик переломился, то есть пошел положительный тангаж, пошла вертикально, я сразу же его прибираю в клайм, в этот самый, да, в клайм прибираю, и все, и спокойненько набираю, то есть тем самым уменьшаю риски того, что меня могут нагнуть. Мгм. Все. Дальше идешь в fuel, смотришь, сколько у тебя экстры по факту, ну, сколько топлива. А Здесь acceleration есть. оставляете такой же, да? Да, При acceleration уходе. не трогаем. Ну, можешь поставить, как правило, thrust reduction это делается. Ну и дальше А. смотришь, сколько у тебя тут здесь вот fuel on board и сколько экстра осталось. Это для брифинга тоже все надо. Дальше идешь в secondary. По secondary. Либо это делается как? Делаешь copy active и удаляешь какую-нибудь ненужную точку на маршруте. Для чего это делается? У тебя вот эти оба флайт-плана, если они одинаковые, они летят вместе. Если у тебя основной флайт-план слетит, то у тебя и следит secondary. Если же это делается Если одну вот точку так вот, удалим, допустим, мгм, да, у тебя будет discontinuity, то есть если у тебя вдруг слетит основной флайт-план, у тебя останется secondary. мгм. И тупо, это же проще, ты, допустим, летишь, у тебя тут, блядь, флайт-план пропал, ты такой, ёпта, просто secondary activate, все. Все. Он у тебя есть, просто без этой Всё. точки, без одной, да? Всё, да, и у тебя все появилось, и все. Ну, как правило, это там псевдоточка такая, сев появляется, ее обычно сносят. А Вот и что, все. если будет абсолютно одинаковые оба слетят, да? Да, а если будет Прикол. абсолютно одинаковые маршруты, то если слетит основной, слетит и secondary. Нифига себе. Вот. Да, поэтому их, как правило, делают разные. Ну, на маршруте он копируется. Вообще на маршруте, когда мы летим, по идее, secondary flight plan, он делается На ближайшее адекватное на, всегда, да? да, уход на ближайший запасной аэродром, чтобы у тебя он был, что тоже там, не дай бог, что случилось, ты просто вот это activate secondary нажал. Но в жизни все на это забивают, и поэтому все просто там, Мгм. допустим, в основном в плане тебя спрямляют, а secondary его никто не трогает, он там висит и висит. Ну, потому что мало ли, если этот слетит, у тебя secondary будет, а в secondary все точки есть. А если на запасной Да. с круга, предположим, там Свердловский 22, уходите в Тюмень, а ты как, быстро ОФБ смотришь, что лупить, или уже подготовлено Почему? где-нибудь? Вот здесь у тебя будет маршрутно-запасной подготовлен уже. Но если есть предпосылки. На секондаре Ну, вы ты- будете, не? Или где? Нет, не secondary. Основной флайт-план, А, пролистываешь ниже, и вот он. Ну, как а. правило, это делается на эшелоне, забиваешь. Первую его, точечку да. для ухода сит лупишь, да, а потом уже дальше колешь. Нет, там прям полноценный А, маршрут полный бывает. делаете, да? Мгм. Да, где он тут есть? Это оно? Нет, не оно. В секондаре не имеет смысла на кругу ставить перед посадкой запасной, не? А зачем? А Когда это альтернативу всё в делается? систему захода в секондаре имеет смысл бить? Сейчас я объясню. Ну, короче, делаешь маршрут ухода на запасной. Вот если тебе скажут уходи на запасной, ты делаешь как? Нажимаешь 5L, Enable Alternate. Все, вот у тебя, блин, Мгм. уход на запасной. И его Уже confirm. полный, да? Ага. И поехал на запасной. Secondary. Вот. Это один из способов, как я сказал. Если, допустим, две полосы, они параллельные, есть Ага. вероятность того, что тебя могут там в последний момент подвернуть на другую полосу. И поэтому secondary flight plan готовится на параллельную полосу. Ага. Либо же, если, допустим, ветер постоянно там неустойчивый какой-то и так далее, и ты там думаешь, что у тебя там 26 слева, а ты смотришь, там у тебя ветер по попутной, ну, по идее, должен там подходить на 0,8. И как бы есть вероятность того, что они переобуются и поменяют тебе полосу. И, соответственно, также в secondary flight плане просто делаешь противоположный торец. Мгм. Просто Также, ну, полноценно готовишь страховочку, машинку, так да. сказать, да. Да. Опять же, это делается то, что если скажут, блин, Свердловск такой-то, блин, у нас полоса поменялась, вместо 26 стало 0,8. Понял, там, следуйте на такую-то точку, ты, блин, activate secondary, ну, heading выдергиваешь, activate secondary, директ на точку, все, у тебя весь флайт-план есть, блин. Делов А 2 секунды. допустим, неточный заход вор или привода. Бывало Могут такое, сделать. что альтернативный делал. А вот тут еще интересно. Если два будут флайт-плана одинаковые, только на одном будет VOA заход, а на другом NDB. Это уже разные И заходы. он слетит, Это уже этот разные. останется, да? Да.
Это будет Это уже- равносильно тому, что у того типа дисконтинити, не? Если Нет. первый слетит, этот тоже слетит? Не знаешь таких нюансов? Нет, нет, нет. Они же разные будут. У тебя Разные. уже отличаются заходы. Прикол, я Это не знал, если что... вот, допустим, вот ты если полностью вот так вот сделаешь копи active и ничего не будешь Да, да, делать, тогда и будешь слетит, просто да? лететь, тогда слетит. А если у тебя, допустим, здесь илс там, а ты здесь поставишь Да, лок да. approach, это уже разные флайпланы, они не слетят. А это было Вот. экспериментально доказано, что слетают, да? Это было жизнью доказано. Ну, по-моему, там где-то не написано ничего, да? Слушай, по-моему, это в Вовкоме было раньше, не знаю, как сейчас, но это было где-то. А это может было даже в написано этих или в книжках, теме. которые идут сверху, там всякие, да? Нет, Которые это Gateway Agreements. в этом. Это было в Вовкоме, либо в CTM, я сейчас точно не вспомню. Но это было. Ну и в жизни тоже там ребята ловили эту фигню. Как бы такое имеет место быть. Что, допустим, делать, если вот этой вот надписи нету Active Secondary, да? Вот ты летишь там, допустим, она вот частенько такая встречается, ты смотришь, там тебе надо Secondary флайплан активировать, а ты смотришь, у тебя нету, да, вот этой надписи. Что же, блин, делать? Берешь просто хединг, пуль, и у тебя она появляется. Мгм. И активируй его. Это сделано потому, что у тебя оба флайплана летят на одну и ту же точку, и поэтому он не может понять, что ты от него хочешь. А. Поэтому помогает это то, что ты выдергиваешь хединг, у тебя загорается это Activate Secondary, и тогда его активируешь спокойно. Вот такой нюанс. Смотри, Но это бывает- может пригодиться в симуляторе. Бывает вопрос по поводу автопилота, да, именно набора высоты. Да, Профиля набора, ты Да, имеешь в виду? профиля набора. Что вот видишь, сейчас у тебя справа от эшелона горит точка закрашенная, да? То есть это он, получается, идет по твоему набору, ну, по твоему флайт-плану, правильно? У нас вообще сейчас нет флайплана. Нет, ну я имею в виду, как если он будет. Когда он у тебя, ну, то есть ты, грубо говоря, взлетаешь же, да, то есть, ну, у тебя- Смотри, фокус. Высота 640. Не горит. Не горит. Не горит. Не горит. Не горит. Не горит. Ты еще будет... А, это связано с этим. Нет, это ты если вверх сейчас нажмешь, он... 1500. А что должно загореться? Вот, видишь? А. Загорелось. Это привязано к этой высоте. Мгм. Выше нее скручиваешь, у тебя все загорается, все работает. Была у меня такая ситуация, да, что я выхожу на эшелон, там, допустим 380, да, все, вот у меня Мгм. круиз начался, да, и это просто тухнет, этот кружочек. Ну так потому что ты летишь в крузе. Ага, все, Это вот сейчас... Да, вот ты круз занял, все, у тебя все пропало. все пропало. Скрутил высоту, она появилась. Из-за Это, чего? видишь, написано level change. Ну, То типа, есть точка, это значит таргет, цель. Армируется армируется режим level change. То есть Всё, он я заармировал, понял. тебе остается только его включить. Что делать? Из-за чего может быть несоответствие набору? Ну, то есть, вот по точкам, по флайт-плану у меня, допустим, там на одной точке там 11, да, то есть 110, на второй точке 200, на третьей точке 300, да. А я смотрю, что я по всем две точки прошел и вижу, что я отстаю там на 5, на 6 тысяч метров, футов. Вот что, из-за чего это может происходить? Фактическая масса, фактический ветер и температура за бортом. Мгм. То есть то, что я вбил, находясь как бы на земле, да, то есть все температуры, все это вбил, да, то есть он от этого рассчитал, но после взлета, да, что-то поменялось, что-то Ну, изменилось. ветер, допустим, стал попутный резко, у тебя самолет начинает проседать. Он тебе считает, что ты не успеешь на эту точку занять такой-то эшелон. Мгм. Вот, это лечится все, как правило, просто ты, допустим, делаешь скорость меньше, допустим, делаешь speed pull и скручиваешь пониже, поменьше. Тогда у тебя этот самый градиент увеличивается. Набор Либо пойдет. же либо же Я вот вертикальной вертикалку, скорости. да, добавлял как бы просто и все. Но вертикалка это такая вещь, допустим, если ты летишь на маленькой скорости, то ты ее можешь легко прошляпить. Ну, я сам в жизни вертикалкой пользуюсь, вот, но
на начальных этапах лучше просто вот делаешь open climb и скручиваешь скорость, и тогда он сам набирает. Просто когда он подойдет к скорости, он сам носик опустит. А ты там, допустим, поставишь вертикалку там ему 2000, где-то что-то на что-то отвлекешься, у тебя скорость проедет, и ты сядешь на protection alpha flow. Мгм. Это как бы не есть good. Не есть гуд, я Вот. понял. То есть лучше ему Да. просто немного скорости сбавить, да, там не 250, а до 200 там. И Ну, до пусть гриндота набирает. можешь ему, вот прям до гриндота можешь скручивать. Да хоть до VLS, если надо. Можешь просто вот кнопочку Expedite нажать. Он сам скорость минимальную поставит. Это Expedite Climb, либо Expedite Descent. Expedite Climb, ты нажимаешь эту кнопочку, он скорость сбрасывает до гриндота, по-моему, если не ошибаюсь. Либо до VLS, до самой минимальной, по-моему, до гриндота. И все, тем самым у тебя там ракетой вверх несется. Либо же Expedite Descent, эту кнопку нажимаешь, он ставит максимальную скорость под забор, и ты спокойненько летишь вниз. Прям свистишь. Мгм. Вот. О, клево, я этого вообще не знал. То есть это никто нигде не объясняет, не рассказывает. Как запомнить, как активировать, допустим, ну, куда пул, куда пуш. Философия баса такая. Если ты нажимаешь их от себя, то ты говоришь самолету лети сам. Если ты берешь вот так их пулишь на себя, то есть, это Мгм. ты говоришь, что Вот, я хочу дай это дай мне управлять. управление, Да. ага. Все, я понял. Вот. Ну и вроде все так. Что мы там подготовили? Перед этим FMS ты должен прослушать ATC, посмотреть, что у тебя Landing Elevation. Блин, короче, это на страничке будет видно, что в авто, короче, стоит. Погода, авто, посадочная дистанция и что-то еще забыл. Потом вот Тайм. эту делаешь шляпку, вот эту вот шляпку, вот она так и называется шляпка, потому что начинается вот так вот. Делаешь шляпку. И все, и дальше, если тебе надо, автобрейки используешь, и автобрейки, и если ты принял решение заходить в конфиг 3, здесь не забывай включать конфиг 3 на оверхеде, и в машинке тоже сказать самолету, что ты будешь заходить в конфиг 3. Вот она, конфиг 3. Так, это что за конфиг 3? Подожди. Вот тут Конфигурация 3, то есть вот смотри, вот это у тебя конфигурация full, видишь по закрылкам. Так, Конфиг ага. full стандартная, а вот конфиг 3. Ага. Конфиг 3 используется, опять же, если либо сильно жарко, либо если там турбулентность, сдвиги ветра, условия обледенения, там, короче. Но при этом тебе позволяет посадочная дистанция безопасно совершить посадку в этой конфигурации. Мгм. Тогда выбираешь конфиг 3. Вот. Ну и не забываешь в машинке вот здесь вот это все сделать. В approach, на страничке approach конфиг 3 вот здесь нажать. И на оверхеде обязательно вот так сделать. Ой. Сюда. Понял. Все. У тебя тогда будет и правильно и V-Approach считаться, и VLS считаться, то есть все будет у тебя считаться нормально. Все, после этого подходишь к топов десент, ну и можешь в менеджере снижаться, там отдаешь его от себя и погнал, снижайся сам. Он там сам будет все это стараться выдерживать. Когда он тебе напишет more drug, мы это называем больше наркоты, надо тебе вот так вот спидбрейки. Мгм. Лёпс его поставить. Какие наркотики. Мгм. Смотри, в чем особенность на 320-м, именно на 320-м, если ты вот так вот сделаешь, они у тебя все равно будут по факту стоять в таком положении. То Мгм. есть сами спидбрейки, но это на земле, видишь, они выпускаются в полете, они будут у тебя вот в таком положении, то есть больше они не выйдут. Пока ты не отключишь автопилот. Если ты хочешь полностью их использовать, ты должен отключить автопилот и тогда их full делать. Понял. Ну, естественно, это увеличивает сопротивление, ты там быстрее тормозишься, быстрее ныряешь. На Пассажиры 19 21 снимают. ну, да, им похеру. На 19 на 21 с включенным автопилотом ставишь full, и они все спокойно выпускаются. Вот такой вот нюанс. И на 19 21 ты их можешь использовать спидбрейки вплоть до конфиг 3. Делаешь конфиг full, они, видишь, автоматически убираются. Мгм. А на 21 до конфиг 2 включительно, то есть до закрылка в 2. Поставишь в 3, они автоматически уберутся. Вот. То есть у тебя сейчас на какую-то кнопку забинзено, да, переключение конфигов этих с учетом Да, часов на работы? стике стоит.
Чик. Это я на стик себе сделал. На русском. Понял. Все, ну и Так, дальше вопрос снижаешься, смотришь свой профиль. по автопилотам на снижении, на посадке, да, то есть их нужно 2 включать или 1? Ну, 2 у нас включается, 2 автопилота это двойная система, то есть дублирующая система. Она нужна, когда идет у нас категория Cat 2, Cat 3. Cat 3 прям must have. По СОПу, по технологии работы, включаешь оба. Но если ты будешь заходить на руках, не в автоленде, ты в принципе можешь подключить один. Это не сказал, что какое-то грубое нарушение, но просто у тебя его может выбить. Если у тебя выбит один автопилот, у тебя второй сразу же как бы. При Подключится. обоих включенных, да, если у тебя оба включены, один автопилот вышибло, у тебя второй работает. А если подключил один автопилот, и он тебя выбило, то будь добр, лети ручками сам. Вот, поэтому, в принципе, если ты там собираешься лететь руками, ну, подключи один автопилот, да, все равно ты его будешь отключать. Как бы. Ну, будь к тому, что если вдруг болтанет и его выбьет, будь готов взять этот control. Вот, поэтому по правилам approach нажимаешь и подключаешь соседний автопилот. То есть вот так вот чпоньк. А, ну сейчас не заработает, потому что на земле стоишь. И все. Approach включать на какой дистанции? Или это от высоты? То есть от какого момента? Approach, Или когда напрямую уходишь уже? смотри, когда ты снижаешься, проходишь сотый эшелон, ты делаешь то же самое по порядку, выпускаешь landing lights, bring, идешь радио nav, смотришь, что у тебя все эти воры отбиваются привода, и вот здесь вот будет ILS. Его частота, этот самый ID и частота, да? И на PFD у тебя вот здесь тоже это будет отображаться. Да, Если, да. допустим, ИКТ там 109.5, ИКТ 109.5, все, ALS identified. Значит, И всё в жизни нормально. еще делается, еще в жизни прослушивается его морзянка, то есть включаешь и слушаешь. Точно все совпало, говоришь ALS identified. Все. Мгм. Ну и дальше летишь, контролишь. Когда армируется approach? Approach армируется, когда ты уже подходишь к файналу своему, и у тебя пошел локалайзер. То есть все, он у тебя и лайф, он тебя сдернулся, тогда ты только его нажимаешь. Если ты нажмешь это заблаговременно, то будь готов к тому, что у тебя может произойти ложный захват курсового глиссадного маяка. На Сахалине это прям это вот легко это сделать. Вот я там Ложный захват именно, да, повторяю? да, именно ложный захват может произойти. Вот я летал на Сахалин, и мне там сказали, что как бы именно не как обычно мы там все делаем, там, ну, буквально там за милю, грубо говоря, до файнала там армируешь, у тебя еще тут ничего не лайв. Вот, на Сахалине ты подходишь до, грубо говоря, 4-го разворота, там 2,5 мили у тебя, шарах уже, ромбик пошел, глиссада пошла. Если ты в этот момент заармируешь, у тебя самолет просто поедет туда, куда он там что-то поймал и уедет в землю просто-напросто. Это как бы, ну, опять же, безопасность. Поэтому так и написано, что у тебя все, ромбик локалайзера, там, глайстоп и лайф, армируешься. Все, заармировал, автопилот подключил, дальше мониторишь. Что у тебя там захватилось, не захватилось. Все, и дальше спокойно летишь, там на какой высоте захотел, на то и отключился. И садишься. Понял. Сел, максимальный реверс использовать до 70 узлов. Вот. Дальше его надо ставить на idle. Так. Еще раз, стоп, подожди, вот тут вот вопрос. Максимально. Вот максимальный реверс. Вот это вот idle реверс. Так. А вот это вот максимальный. Мгм. Максимальный реверс ты можешь использовать до 70 узлов. До 70. Ниже нельзя. Мгм. Только если ты там сейчас выкатишься и так далее. В случае emergency, короче, ты можешь его до полной остановки использовать. Вот, Мгм. потому что он на низкой скорости там весь шлак в себя, короче, всасывать начинает. И после этого там надо делать inspection, короче. Ну, там целая процедура, короче. Тебе спасибо не скажут. Вот. И все его там после 70 узлов ставишь вот так вот на idle его спокойненько. И перед освобождением уже там на скорости там 20 узлов его выключаешь и освобождаешь. Полосу, когда ты освободил, ты как пилотирующий дезармируешь спойлеры, выключаешь фары, у тебя там все вот так вот в таком положении будет на посадке, да? Ты сел, освободил,
выключил. Все, это дизайнирование спидбреков, это триггер на действие, вот на эти все действия. То есть сосед твой делает, выключает радар, смотрит, было ли использован Gmod селектор. Мгм. Если он был в таком положении, ставит нормал, убирает там всю механизацию, выключаете CAS. Опять же, мы выключаем один пак в целях экономии. Но я в последнее время не выключаю, чтобы их тоже не сильно нетовать. И подготавливает APU для запуска. И засекается holdover time. То есть 3 минуты надо подождать, прежде чем выключить двигатели. За это время, пока там 3 минуты идет, запускается ВСУ, 3 минуты подошло, у нас есть процедура руления на одном двигателе. Это как делается? То есть 3 минуты подошло, ВСУ запустилось, второй двигатель вырубается. То есть серьезно, И вы под- вырубаете, да? Да, и подключается Yellow Electrical Pump. То есть у тебя желтая гидросистема под давлением. Ну это называется Green Operational Procedure. Мы ее делаем как бы, ну естественно, если условия позволяют. На скользких А. по этих рулежках мы это не делаем. И все, на одном двигателе рулим. В симуляторе это вообще можно нахер не делать. Ну, это понятно. Это там, топливо. когда супер-пупер скилл будет, тогда, пожалуйста, делай. Ну это видишь, это все в жизни, оно все. А здорово, вот, допустим, вот под 90 градусов в сторону рабочего сложно разворачиваться или нормуль? Смотря как условия перрона, если он сухой Нормально, и да? не в горку, то нормально. Если в Стиринга горку, хватает то или педалью приходится делать? стирингом только. Педали у тебя угол отклонения педали носовой стойки от педали 10 градусов. а Не, я стирингом думал 80. дифференциально, может тормозок поджать. Нет, раздельное торможение, да, это используется. Мгм. То есть ты вкрутишь тиллер там, допустим, влево и еще и левой педалью подтормаживаешь. Да-да-да, это раздельное торможение я применяю. Ну и все, И зарулил. неизвестно, на чем они экономят, на ковшике бензина или тормоза калечат. Это не бензин экономится, это экономится ресурс двигателя. Да, скорее всего. Но вы же в TLB не записываете, я, допустим, наработка левого там час, а правого 58 минут. Нет. Но это чисто Это вот там, Фадек это, пишет, да? Это все, да, это все сама машинка пишет, там приходит техник, распечатывает, это все там. Самолет умный, короче. Так, все, мы дорулили. Да, выгрузились. дорулили, запарковались. Ну как в жизни, как оно происходит, ты видишь, что тебя встречаешь, вот ты вырубаешь фары, чтобы его не слепить. Он тебя там завел, запарковался, паркинг брейк он. И обязательно всегда, когда паркинг брейк он, паркинг брейк офф, контролируешь, что давление либо упало, либо это пошло. А, вот еще, когда ты едешь на вылет, паркинг брейк офф сделал, начал строиться, ты проверяешь это торможение, то есть нажимаешь, делаешь брейк-чек, зажал педали, самолет остановился и смотришь, чтобы давление у тебя было 0. И говоришь брейк-чек, pressure zero. Это не на всех самолетах говорится, но мы все горим на автомате. Это что у тебя все исправная тормозная система, все работает. Вот. Ну, естественно, вот зарулил, поставил, вот зарулил, паркинг брейк он, и все, у тебя давление есть, все, ты убедился, что у тебя самолет на тормозах. У меня не так давно было, буквально, может, неделю назад, я делал паркинг брейк он, вот так вот поставил, да, а картина вот такая. Ага. Прикол. Да, поэтому это чекается, потому что были случаи в жизни, что экипажи не контролировали, самолет поехал. Да. И не очень все хорошо закончилось. Это вот крайний случай в Сочи. А что там было? Также с тормозов сняли, а колодки не были не поставлены, и поехал. Поломали что-нибудь, не? Да, там движок поломали. А это что за самолет? 330-й. Ой-ой-ой. iFly, что ли? Или иностранцы? Сквозняк. Сквозняк, А, сквозняк. Нортвинда А. это всего. А зачем Да-да-да. они снимали его стояночный вообще? Потому что подумали, что на колодках стоит. Не, Ну, нельзя же это- снимать, пока пассажиры не вышли. Можно. Можно, Как если у тебя тормоза. Если тормоза нагреты, ты снимаешь. Те колодки поставили, тебе техник показал, что колодки А, установлены, понял. ты паркинг брейков делаешь, чтобы охладить наши А я думал, загрузка, тормозушки. погрузка воздушного судна, заправка, любая перебансировка, нельзя стояночный тормоз снимать. Можно, колодки стоят все равно. Поэтому можно. Я, когда самолет выхожу, вот сегодня я в Сочи прилетел, тормоза нагрел, полоса короткая.
Самолет осматривал, колодки под стойки пододвинул, чтобы у меня самолет не дернулся. В кабину зашел, сел, педали зажал, паркинг брейк снял и педали медленно опустил. Убедился, что у меня самолет там не качнется, ничего. Вот я так это делаю. Хороший способ И еще всё. минералки взять, ну, газированной, пофиг какой, любой, и возле колес полить. Ни в коем случае не на колодке, лопнут сразу. А вот рядышком поливаешь под резину, и оно испарение идет, и оно там на минуту раньше остывает. Если я так сделаю, и не дай бог сейчас с тормозами случится, меня ж там казнят сразу же, поэтому Мгм. не твое не лезь, как говорится. Понял. Слушай, а если, допустим, движок, вот я не хочу выключать на руле нигде, меня подтянут за это, не? Нет. А, Ну, у нас, видишь, у нас как бы все на экономии, бла-бла-бла, Мгм. и могут предъявить, скажут, а что ты движок не выключал, блин, ну почему? если с Вот проверяющим там полетишь, да, тем более. Да нет, просто могут по расшифровке посмотреть, сказать, а почему ты движок не То есть выключил? есть такое-то. Да. У нас каждый полет мониторится. А есть такой, ведут командиры, экономщик, там, растратчик, не? Блин, да хер его знает. Но им топливо как особо не особо, да? Они в основном за ресурс, да? И за топливо, и за А, ресурс. Но если Но спойлера больше за выпускаешь, ресурс. если спойлера выпускаешь, тоже по головке не гладят, да? Почему? Ну, Спойлерам расход тоже же пусть повышен. Да тут не в расходе дело, тут дело, чтобы ты был стабилизирован и сел. Вот если ты не стабилизируешься, уйдешь на второй круг, тебя спросят, а почему ты это сделал? А почему Ага, спидбрейки не выпустил? А понял. уход на второй круг это дополнительные затраты, это дополнительный керосин, дополнительное использование воздушного пространства. И пошло. Короче, летайте авиакомпания Свердловские авиалинии. Вот, Экономят. поэтому в жизни все в более жестких рамках, чем нежели, блин, в симуляторе. Что я там говорил? А, вот заехал, поставил паркинг брейк он, включаешь, у тебя уже и ВСУ запущено, включаешь APU Bleed, и после этого только глушишь движки. Мгм. Все, смотришь, что у тебя обороты движков падают, что убеждаешься, что они точно выключаются. После этого выключаешь бикон. Сейчас вспомню. Паркинг брейкон. Так, да, Блиц подключил, движки выключил. В жизни, как говорится, паркинг позишн, говорим в салон проводникам, они двери дезармируют. Ну, в симуляторе тут автоматически все это происходит. Выключаешь бикон, и когда у тебя будет вот такая вот картина, что у тебя вот эти задние двери дезармированы, а это нормально, они таки должны выгореть слайды. Мгм. После этого только тогда выключается seatbelts и зачитывается паркинг чек-лист. Мгм. Все. После того, как дезармированы двери. Мгм. Да. Вот по Вот этот технологии так. капитан в Сочи, который Нордвинд, он не посмотрел колодки, да? Или как? Да, я что-то почитал. Короче, они поставили, все, заехали, все нормально. Ага. Тормоза нагрели, хотели тормоза охладить, у них там вроде фаны работали, ну и, как обычно, что-то подумали, что колодки стоят, а они не стояли, они с тормозов сняли и поехали. Так, ну ты Блин. сейчас просто, получается, выключаешь ВСУ и отключаешь внешку, да? И выключаешь батареи. Или как это происходит именно? Смотри, сейчас. Если на земку подключили, просто у тебя ВСУ работает, блин, выключил и мастер свитч отжал, все, у тебя ВСУ потухло. ВСУ потухло. Батареи После не этого- это выключаешь этот. Ну, вообще по технологии вырубаешь это, потом батарея. Я делаю проще. Тын-тынц, пом, все. И уходишь с самолета. Мгм. Полет окончен, А это- заторможенный шасси. Да. А если ты делаешь это нет на земке, ты выключил ВСУ, надо ждать. Сейчас скажу. Блин, вылетела из головы, ёпта, цифра. От 60 до 120 секунд, по-моему. Это holdover time. Пока ВСУшка полностью затухнет, да? Она затухнет, и там должна этот valve закрыться. Блин, я время Там, слушаю, по-моему, реально забыл. температуры какие-то были 250, что-то такое, не? Нет, это не то. Там по времени надо. О, сейчас я сам открою. Я не знаю, тут это реализовано или нет. А, блин, у меня же стрим идет. Сейчас, секунду, я момент планшет возьму. А вообще много кто просит в кабину зайти? Были случаи.
Так, сейчас момент. Сейчас я скажу, сколько надо ждать, чтобы закрылся этот outflow, ой, intake valve. Так, сплетим сопик. Так, так. Так, APU bleed понятно. Вот когда если ты долго стоял на APU bleed выключаешь, нажимаешь Master Switch, у тебя вот здесь будет гореть available от 60 до 120 секунд, это его идет этот самый holdover time, ну то есть он охлаждается. Мгм. Как После только этого он Эвел сам. гаснет, я так понимаю, то... Да, он открывается сам, и вот после этого 2 минуты вот надо ждать, А. подожди. Да, вот, все правильно, 2 минуты надо ждать. Wait until the APU flap is fully closed. 2 минуты примерно, после того, как погасла этот самый available light. Да, 2 минуты. 120 секунд, да, правильно называл. Все, 2 минуты засек, прошло, после этого батарейки выключил и текаешь с самолета. Все. Спасибо тебе большое. Да, без